Приветствую вас на умном огороде. Когда мы слышим слово «лаванда», воображение сразу рисует бескрайние фиолетовые холмы французского Прованса или залитые солнцем лавандовые поля Тосканы в Италии. Кажется, что эта средиземноморская аристократка создана исключительно для южного климата. Но это главный миф, который мы сегодня разрушим. Лаванда – это не просто эстетика и французский шик. Это невероятная польза для здоровья и мощный защитник вашего сада. Помните, в прошлых выпусках мы говорили, как бархатцы и настурция спасают грядки от вредителей. Так вот, лаванда работает не хуже, отпугивая непрошенных гостей своим ароматом. Многие боятся ее сажать, думая, она у нас не перезимует. Спойлер, зимует и еще как. Сегодня я расскажу секреты пышного цветения и успешной зимовки лаванды в любом регионе. Напишите в комментариях, пробовали ли вы уже вырастить этот кустарник. Ну а мы начинаем. Итак, шаг первый и самый важный – выбор правильного сорта. Почему у одних лаванда растет годами, а у других вымерзает в первую же зиму? Все дело в том, что под словом «лаванда» скрываются абсолютно разные растения. Поскольку умный огород смотрит садоводы из самых разных стран и климатических зон, давайте разберем, какой сорт подойдет именно вам. Начнем с абсолютного фаворита для прохладных регионов. Если у вас суровые зимы, ваш единственный и надежный выбор – лаванда узколистная, она же английская. Это настоящая спартанка. Она легко выдерживает морозы до минус 30 градусов, а под хорошим снежным покровом ей не страшны и более лютые холода. У нее узкие, слегка серебристые листья и классические фиолетовые соцветия. Ищите на прилавках проверенные зимостойкие сорта. Например, неприхотливый хиткот или высокорослый манстед. Если вы живете в средней полосе, в Сибири, на Урале или в Северной Европе, выбирайте только ее. А вот обладателям мягкого, теплого и южного климата повезло чуть больше в плане разнообразия. Вы можете позволить себе южную роскошь – лаванду широколистную или французскую. Вы точно видели ее в магазинах. У нее забавные соцветия с ушками на макушке, похожие на бабочек. Она невероятно красива, пахнет ярче английской, но, увы, совершенно не выносит морозов. Уже при минус 7 градусах она может погибнуть. Поэтому в прохладных регионах ее выращивают разве что как однолетник или в горшках, унося на зиму в дом. Есть и золотая середина для регионов с умеренными зимами. Лаванда гибридная или лавандин. Это смесь английской и французской кузин. Лавандин вырастает огромными, пышными шарами и дает в 3 раза больше эфирного масла. Обратите внимание на сорт Гроссо. Он выдерживает падение температуры примерно до минус 15 градусов. Запомните главное правило умного огорода. Климат обмануть нельзя, но подстроиться под него проще простого. Выбирайте сорт умом, а в следующем блоке мы разберем, как правильно посадить саженец, чтобы он прижился на все 100%. Кстати, пока мы не перешли к практике, забавный исторический факт. Лаванду обожали во все времена, но в средние века к ней относились с особым трепетом. Ее веточки раскладывали в домах и замках не столько ради приятного аромата и свежести, сколько для защиты от злых духов и сглаза. Люди искренне верили, что нечистая сила просто на дух не переносит этот запах. Что ж, привидений в наших садах сегодня нет, а вот от моли и комаров лаванда защищает и в 21 веке просто отлично. Ну а теперь спустимся с небес на землю и поговорим о том, как получить много пушистых кустиков, если бюджет ограничен. Самый экономный способ – это вырастить лаванду из семян. Но здесь начинающих садоводов подстерегает главный капкан, из-за которого многие бросают это дело на полпути. Семена лаванды просто так не взойдут. Им нужен особый ритуал, который по-научному называется стратификация. Пусть это умное слово вас не пугает. На самом деле стратификация – это искусственная зима для семян. Природа устроила все очень хитро. Семена лаванды покрыты плотной защитной оболочкой. В ней содержатся особые вещества – ингибиторы роста, которые не дают семечку прорасти осенью в тепле, иначе молодой росток погибнет зимой от мороза. Чтобы запустить процесс жизни, семена должны понять, что зима уже прошла. И устроить им этот обман мы можем в обычном домашнем холодильнике. Как это сделать правильно? Есть очень простой и рабочий лайфхак. Возьмите обычные ватные диски, хорошенько смочите их водой, а еще лучше слабым раствором стимулятора роста. Выложите семена лаванды на один диск, прикройте вторым,
Слегка отожмите лишнюю влагу и положите этот бутерброд в небольшой зип-пакет или пластиковый контейнер. После этого отправляем нашу конструкцию в холодильник на полку для овощей. Идеальная температура там +2 или +4 градуса. Держать их в этой искусственной зиме нужно минимум 1 месяц, а лучше 1,5. Каждые несколько дней заглядывайте в пакет, чтобы проветрить семена и проверить, не пересохли ли диски. Примерно через 4-5 недель некоторые семечки могут проклюнуться прямо в холодильнике. Это знак. Пора доставать их и высаживать в легкий, рыхлый грунт на рассаду. Теперь, оказавшись в тепле и под ярким светом, лаванда дружно пойдет в рост. Да, процесс требует терпения, но поверьте, когда вы увидите первые зеленые щеточки всходов, вы поймете, что эта магия стоила каждой потраченной минуты. Ну, а если возиться с семенами под силу не каждому, то правильная посадка готового саженца в грунт – это база, которую должен знать любой садовод. Именно об этом наш следующий блок. Ну что, семена прошли проверку холодом, рассада подросла, или вы просто купили готовый красивый кустик в садовом центре. Настало время посадки. И здесь у лаванды есть 2 главных требования, которые можно описать всего 3 словами – солнце и камни. Забудьте про жирный плодородный чернозем, забудьте про тенистые уголки под яблонями. Лаванда – это дитя каменистых, сухих и залитых солнцем средиземноморских склонов. Ей нужно самое яркое, самое солнечное место на вашем участке, где солнце светит практически весь день. В тени она не просто откажется пышно цвести, она начнет чахнуть, вытягиваться и в конце концов просто погибнет. Второй важнейший момент – это почва. Лаванда терпеть не может застоя воды у корней. Если у вас глинистый грунт или близко подходят грунтовые воды, куст просто сгниет за одну весну. Поэтому мы делаем для нее спартанские условия. Земля должна быть рыхлой, бедной и отлично пропускать воду. При посадке мы копаем яму чуть больше корневого кома и обязательно на дно насыпаем толстый слой дренажа. Это могут быть камни, гравий, битый кирпич или крупный керамзит. Саму землю из ямы мы смешиваем наполовину с обычным речным песком или мелким щебнем. Да-да, лаванда обожает камни прямо в корневой зоне. И еще один секрет от умного огорода. Лаванда категорически не выносит кислую почву. Ей нужна нейтральная или слабощелочная среда. Поэтому обязательно добавьте в посадочную яму пару горстей древесной золы или доломитовой муки. Это раскислит землю и даст растению необходимый кальций. При посадке ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку, оставляйте ее на уровне земли. После посадки полейте кустик, но в будущем с поливами будьте очень осторожны. Лучше не долить, чем перелить. Зачем же так сильно стараться ради этого цветка? Поверьте, она отблагодарит вас сполна. Когда лаванда зацветет, обязательно срежьте букет для спальни. Сегодня учеными научно доказано, что природный аромат лаванды мягко стимулирует выработку мелатонина, гормона сна. Он эффективно помогает бороться с бессонницей и заметно снижает уровень тревожности после тяжелого рабочего дня. Так что лаванда в вашем саду – это не просто красота. Это ваш личный, натуральный и абсолютно бесплатный антидепрессант. Куст посажен, место выбрано идеально. Но чтобы он оставался пушистым шаром, а не превратился в лысые корявые ветки, его нужно правильно стричь. О тонкостях обрезки поговорим в следующей части. Вы замечали, как старые кусты лаванды у некоторых садоводов превращаются в корявые, полуголые деревянные ветки с редкими зелеными хвостиками на макушках? Выглядит это, мягко говоря, не очень эстетично. А все потому, что куст вовремя и правильно не стригли. Обрезка для лаванды – это закон. Без нее она быстро стареет, израстается и теряет форму пушистого шара. Давайте разберем, как и когда ее нужно стричь, чтобы она оставалась идеальной. За сезон мы делаем 2 основные стрижки. Первая обрезка, летняя, сразу после первой волны цветения. Когда фиолетовые колоски начинают потихоньку паникать и поочередно высыхать, мы берем в руки инструмент. На этом этапе наша задача – просто убрать все цветоносы. Срезаем их, захватывая буквально 2-3 см в верхней зеленой части побега. Это не только вернет кусту опрятный вид, но и простимулирует лаванду зацвести повторно ближе к осени. Вторая обрезка – основная, формирующая. Ее можно делать либо поздней осенью, либо ранней весной, до начала активного роста. Лично я рекомендую делать весеннюю обрезку, так как в прохладных регионах нестриженный куст чуть лучше переносит зиму. И вот здесь кроется главное правило умного огорода, которое нужно запомнить как «Отче наш».
Посмотрите на куст изнутри. Снизу ветки жесткие, коричневые и деревянные, а сверху мягкие и зеленые. Так вот, стричь лаванду можно только по зеленой, живой части побегов. Мы убираем примерно 1/3 или максимум половину длины зеленых веток, придавая кусту форму аккуратного полушара. Ни в коем случае не опускайте секатор до старой древесины. Если вы кардинально обрежете куст по коричневым жестким веткам, лаванда, скорее всего, просто погибнет. На старой древесине у нее практически нет спящих почек, и новые зеленые побеги там уже не проснутся. Куст останется лысым и засохнет. Поэтому стрижем аккуратно, регулярно и только по зелени. Регулярная стрижка заставляет лаванду активно ветвиться, и с каждым годом ваш фиолетовый шар будет становиться все гуще и пышнее. Вот такая нехитрая хирургия. Кстати, друзья, а вам нравится лаванда? Напишите в комментариях, цените ли вы ее больше за невероятную красоту в саду или за этот неповторимый, успокаивающий аромат. Ну а теперь мы подошли к самому интригующему моменту, из-за которого многие до сих пор боятся заводить это растение. Как сделать так, чтобы вся эта красота успешно перенесла суровые зимние морозы и не вымерзла? Переходим к финалу. Итак, мы подошли к самому ответственному моменту. Как сделать так, чтобы наша средиземноморская красавица перезимовала без потерь? И здесь я должен открыть вам один удивительный секрет. На самом деле лаванду губит не столько зимний мороз, сколько неправильная забота самого садовода. Парадокс, но лаванда гораздо чаще выпревает под чрезмерным укрытием, чем вымерзает от холода. Ее в буквальном смысле слова задушают в объятиях заботы. Запомните, лаванда – дама закаленная. Она боится не столько минусовой температуры, сколько высокой влажности, сырости и застоя теплого воздуха под глухим укрытием. Если вы замотаете ее в несколько слоев плотной полиэтиленовой пленки или засыплете толстым слоем мокрой листвы, куст подпреет, загниет и погибнет еще до наступления сильных морозов. Как же поступить правильно? Все зависит от вашего климата и от того сорта, который мы с вами выбрали в самом начале видео. Если вы прислушались к совету умного огорода и посадили зимостойкую английскую узколистную лаванду, то в регионах с мягкими и снежными зимами ей вообще не нужно никакое укрытие. Лучшее дело для нее – это пушистый природный снег. Единственное, что стоит сделать поздней осенью, это аккуратно связать куст бечевкой. Зачем? Чтобы тяжелый, мокрый зимний снег не развалил и не поломал хрупкие ветки изнутри. Если же вы живете в регионе, где зимы суровые, бесснежные и с сильными ледяными ветрами, лаванду все-таки нужно слегка защитить. Но укрытие должно быть максимально дышащим. Идеальный вариант – накрыть кустик обычным сосновым или еловым лапником. Он отлично задерживает снег, защищает от ледяного ветра, но при этом великолепно пропускает воздух. Если лапника нет, можно соорудить простейший каркас, поставить над кустом обычный деревянный ящик вверх дном или сделать шалашик из веток и набросить сверху один слой тонкого белого агроволокна. Главное – зафиксировать его у земли камнями. Никакой пленки. Внутри должно быть сухо и прохладно. Весной, как только начнет таять снег, не затягивайте с раскрытием. Снимайте укрытие сразу, как только установятся первые плюсовые температуры, чтобы куст не начал преть на весеннем солнце. Как видите, секрет успешной зимовки лаванды невероятно прост. Обеспечьте ей сухость, дайте ей дышать, и она без проблем перенесет любые холода. Но что делать, если вы хотите не просто сохранить один куст, а мечтаете засадить лавандой весь свой участок? Или сделать из нее роскошный живой бордюр вдоль дорожки? Покупать десятки саженцев в магазине – это разорение. К счастью, есть один потрясающий, легкий и абсолютно бесплатный способ размножения, с которым справится даже ребенок. О нем в нашей следующей финальной части. Итак, как же превратить один куст лаванды в целый лавандовый рай абсолютно бесплатно? Забудьте про покупку дорогой рассады. Самый простой, быстрый и эффективный способ размножения – это зеленое черенкование. Делать его лучше всего в начале лета, когда куст активно растет. Берем острый инструмент и срезаем с куста молодые, здоровые побеги этого года. Выбирайте те веточки, которые еще не зацвели. Длина черенка должна быть примерно от 10 до 12 сантиметров. Теперь маленькая хитрость. Полностью удаляем все нижние листочки, оставляя только небольшую зеленую макушку. Это нужно для того, чтобы черенок не терял драгоценную влагу. Обмакиваем нижний срез в любой стимулятор корнеобразования и втыкаем черенок в легкий влажный грунт,
смешанный наполовину с песком или перлитом. Накрываем стаканчиком или пленкой, чтобы создать эффект теплицы, и ставим в тень. Регулярно опрыскиваем. Буквально через 3-4 недели черенок пустит крепкие корни, и у вас в руках будет новый самостоятельный саженец. Процент приживаемости при таком способе колоссальный. Ну а теперь самая приятная часть нашего лавандового гида – сбор и использование этого ароматного сокровища. Когда и как правильно собирать лаванду, чтобы она не потеряла свой цвет и волшебный запах? Главная ошибка – ждать, пока куст распустится полностью. Идеальное время для сбора, когда на соцветии открылись самые первые 2-3 нижних цветочка, а остальные еще стоят в бутонах. Именно в этот момент концентрация эфирных масел в растении максимальная. Срезать веточки нужно утром, как только высохнет роса, но обязательно в сухую погоду. Свяжите лаванду в небольшие неплотные пучки и подвесьте их головками вниз в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Ни в коем случае не сушите ее на солнце, иначе все полезные масла испарятся, а яркий фиолетовый цвет превратится в блекло-серый. Как использовать высушенные букеты? Вариантов масса. Вы можете поставить их в вазу для украшения интерьера, сшить тканевые мешочки саше и разложить их в шкафах для ароматизации белья и защиты от моли. Или добавлять ароматные цветы в вечерний чай для идеального расслабления. Наш большой лавандовый гид от А до Я подошел к концу. Теперь вы знаете все секреты этой средиземноморской красавицы. Если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Умный огород» и делитесь роликом с друзьями-садоводами. Напишите в комментариях, какой из лайфхаков вы примените уже в этом сезоне. Ну а мы прощаемся. Красивого вам сада, пышного цветения и до новых встреч в следующих выпусках.